Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты. И у нас сегодня две колоды карт. Одна поддержки, патронажа ангелов, а вторая колода – это оракул ангелов. И мы достанем на этой карте совет для вашего знака зодиака. При этом будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И вы ведь как раз допускаете вот это иррациональное или какую-то турбулентность. И значит, какие-то подсказки определенно для вас будут. Кому интересно, перейдите в описание, в инфобокс под видео. И я там оставляю ссылку на статью на моем сайте «Коридор затмений осенний». У нас на этой неделе 18 числа происходит лунное затмение, которое открывает коридор затмений. И эти энергии, они будут влиять на всех где-то нас. С чем вы можете столкнуться, чтобы узнать, да, прочитайте статью. В видео на этой теме надолго не остановишься. Но на нас, безусловно, будут влиять эмоции, мои дорогие, потому что лунное затмение в рыбах, нет четких каких-то границ. И мы можем столкнуться с тем, что тайну какую-то можем узнать, и люди могут себя вести по-разному. Или вот какие-то события, или, знаете, словно невидимый механизм запускает ваши какие-то прежние желания, намерения и цели. И причем альтернативно как раз возможность приходит. Давайте идем вперед. И первая карта. Что важно знать на этой неделе для вас, мои дорогие водолеи? Чего не избежать? Или неожиданности возможные? Чему сейчас не время или какие энергии вам могут помешать? И наоборот, что же будет за вас, что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, учеба, документы, энергия денег, личная жизнь. И какой совет нам дадут карты оракула, ангелы? Что подскажут для вас? Что же будет важно? И это у нас восьмерка воды или восьмерка кубков. И какое-то ваше новое решение. У кого-то может проиграться конкретно поездка, переезд. Может быть и недалеко, у кого-то очень, наоборот, далеко для вас. Могут быть некоторые вопросы, которые будут больше связаны с тем, что вы вообще концепцию собственной жизни можете изменить. Где-то будут иметь воздействие события извне. Или, может быть, события, к примеру, в жизни ваших близких людей. Или какие-то ситуации, есть какая-то взаимосвязь. И вы словно вот как эта девушка, которая вышла на тропу, на новую дорогу, неисследованную ею. Но ангел ее встречает, выходит ей навстречу. Какую-то возможность нельзя упустить, это точно. Помимо переездов, помимо, может быть, и кратких каких-то поездок, помимо ваших планов, мои дорогие, здесь какое-то действие или вот это действие в новой концепции, так как вы не поступали раньше. По этой карте, это карта мужества, у нас хватает как раз мужества и сил идти вперед. И, как знаете, какой-то даже новый ваше направление будет благословлено. Но при этом нужно быть очень аккуратному, потому что мы исследуем непознанное или новую землю без карты. У кого-то вот так в связи с переездом, может быть, это другая страна, другой менталитет. И вам придется, знаете, внимать, что происходит вокруг вас. Или вы можете оказаться в новой обстановке среди нового коллектива, социума. И вам тоже где-то эти энергии будут помогать. Неожиданность, ностальгия. Вы можете оказаться среди той обстановки, которая совершенно нова, и она заставляет вас меняться. И будет такая ностальгия по прошлому, когда было все хорошо. Неожиданно все же мы говорим о лунном затмении. И эти энергии будут проигрываться, как и до 18-го. Мы можем их заранее ощущать. Так они будут, понятно, и в течение коридора затмений действовать. Так вот, могут накрывать воспоминания о том, когда нам было хорошо.
или о том, когда какие-то вопросы, ну, нам приятно решались, или когда была какая-то для нас нега, или было какое-то приятное общение, а здесь нет. Вот правда, вы действительно словно находитесь как из или среди новой обстановки, или нового социума, нового коллектива. Пусть это не все 7 дней, но значит как минимум один день или какой-то пункт, когда вы можете это прочувствовать. Хочется вернуться как будто назад, а реальность, она заставляет идти вперед. Но вместе с тем нам могут возвращать как высшие силы тех людей из прошлого, для того, чтобы они как будто нам нужны. Может быть, это вы как раз перемещаетесь, кто-то поехал к родным, к близким, к друзьям, и вы, ну, какая-то встреча с теми людьми, которых вы давно не видели, она тоже может неожиданно состояться. И поверьте, если у вас это состоялось, значит, с этими людьми будет и какое-то продолжение. Это как вы перешагнули своеобразный, опять же, порог, ну, как судьбоносный порог жизни. И вам придется уже теперь с учетом вот этого события отстраивать последующую свою концепцию жизни. То есть будет какое-то взаимодействие точно. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Не время одиночеству. Нет. И пока еще не время как бы уходить в как обособленность какую-то. Может быть, вот как я сказала, вы общаетесь с людьми, которые находятся в другом словно измерении или менталитете. Они вам непонятны несколько, или они говорят на других языках. Вы не можете быстро проанализировать обстановку, и тогда эта неожиданность, вот как ностальгия, может и вас где-то накрывать. Может быть, это какое-то недопонимание, мои дорогие, но как будто путь все равно продолжать придется. Мы никому ничего не доказываем, мы просто идем вперед. Но не время, если вы действительно оказываетесь среди новой общности, или у кого-то со сменой работы связано, в другом коллективе, или смена вашей должности, может быть, и так проходит. И вам тоже, вы себя чувствуете несколько, ну, неуютно. Вот такое может быть. И все равно нужно что-то продолжать. Но самое главное, чему сейчас не время, как уходить в какую-то изоляцию. Значит, поддерживать контакты, увеличивать общение, замечать все то, что происходит вокруг вас, быть предельно внимательному. Вот этот момент будет важен. И для вас, может быть, как раз новые какие-то контакты отстроить, а не быть вот этим отшельником. Это будет задача номер один. Что же вам будет помогать? И вы знаете, вы умеете, тем не менее, правильно работать с информацией. Вам помогает, когда другие, может быть, за счет вот этих планетарных транзитов, транзиты могут влиять, когда на нас, знаете, накрывают действительно какие-то эмоции. Не только вас, но и других людей тоже. Как будто каждый из нас погружается в какие-то свои проблемы. Или для каждого из нас вырисовывается одна какая-то проблема. И мы хотим ее решить. И мы больше слышим себя, чем кого-то. Но ваша способность как раз увидеть это как 3D-измерение. Увидеть, что движет мотивами людей, какие из новостей им можно доверять, а какие фейк. Вы как с обостренной интуицией можете правильно, ну, распределить или отделить зерна от плевел. И в тот момент, когда для кого-то тысячи неопределенностей, а вы, может быть, умеете как раз просчитать что-то наперед или увидеть альтернативные возможности для себя самого. Какая-то турбулентность, которая вокруг вас может происходить, она идет на пользу вам, тем не менее, мои дорогие водолеи. Что скрыто, вот давайте откроем. И вы знаете, двойка жезлов или двойка огня. Обратите внимание, очень красноречивый рисунок на этой карте. Двое и карта партнерских отношений. И здесь могут быть партнерские отношения и по работе, или по учебе, или по вашим достижениям, или по личной жизни. Так вот, приоритет чему? Это двое разных людей нам показано, но они смотрят в одном направлении. Вот для вас будут важны те, которые, пусть они отличаются от вас. Как я говорила, пусть они говорят на другом языке, или пусть они имеют какую-то свою концепцию направления и так далее. Но важно,
что человек надежен. Он смотрит в одном направлении вместе с вами. И это карта прогресса. В остальных колодах это часто карта прошлого. И где-то вам выпадает 6 кубков или шестерка воды. Она тоже о ностальгии нам сказала. Но, тем не менее, есть то из прошлого, что должно быть продолжено. И вы это не должны, ну, как бы проигнорировать. Вы, посмотрите, идете вперед, какое-то новое направление, но с вами кто-то идет и по пути, как будто. Или, может быть, способствует вашему успеху. И этого человека нужно рассмотреть. Что-то не упустить, я бы сказала. И не пугаться где-то этого хаоса. Он вам во благо. Дела, работа, бизнес, учеба. Ух ты, еще бы. У вас карта мага. И по карте мага, это он ведь великий прагматик, тем не менее, и реалист. Да, он маг, у него в руках все энергии. Но его сила в том, что он правильно оценивает реальность. Он умеет видеть, что есть на самом деле и что говорят люди, что люди чувствуют. Он может переложить свои намерения в какую-то максимально удобную плоскость, чтобы получить желаемое. Он способен со всеми договориться. Он способен найти взаимопонимание, даже утраченное, если это, ну, как-то ему необходимо. Или он считает, что это входит в его какие-то приоритеты или в какой-то прогресс. Поэтому здесь вы можете как и что-то передумать кардинально. Здесь могут и открыться какие-то возможности, но это всегда ваши действия. Причем действия такие хладнокровные. Нет эмоций, и мы с вами об этом говорили, но возможности безграничные. Для кого-то из вас вы на этой неделе будете выбирать как жизненное направление. И чего-то не упустить для вас будет. Повторяюсь, очень важно. Деньги. Вот по деньгам могут быть вопросы, которые вам словно, ну, даже страшно подумать. И девятка вам выпадает, кстати. И здесь мы говорим, что если у вас отшельник выпадает, чему сейчас не время, все-таки отшельник выпал. И это отнюдь не про деньги. Отшельнику деньги не нужны, он как дервиш, он идет вперед, потому что есть какая-то верховная цель, смысл жизни или духовная идея какая-то. И поэтому не время тратить деньги точно, но и не время закрывать глаза. По этой карте может у кого-то конкретно проходить бессонница по части финансового решения какого-то вашего. И здесь все равно надо принять какую-то реальность. Нельзя на что-то вам закрывать по финансам глаза. И значит, какая-то финансовая тема должна быть продумана как минимум. Может быть, это именно с финансовой темой вы будете искать, как решить какой-то вопрос, мои дорогие. И у вас выпадает карта мага. Вы сумеете заработать деньги, или вы сумеете найти нужную работу, или решить какой-то вопрос. Но это будет совершенно в другой концепции. И я должна сказать, вот такая подсказка. Обратите внимание, у вас выпадает и маг, и отшельник. И их энергии, они отчасти похожи, потому что каждый из них на своей волне. Каждый идет в одиночку. И если мы про деньги, им не нужны деньги, потому что есть какая-то цель. И значит, если на злобу дня, тем не менее, все-таки мы в реальной жизни живем, есть какая-то брешь финансовая, но по которой разочарование, у вас как раз есть возможность что-то решить или закрыть какой-то вопрос. Но это совершенно в каком-то альтернативном варианте. Или, может быть, ключей вам предстоит еще что-то отстроить. Может быть, мои дорогие, вы меняете работу именно из-за того, что я должен уйти от какого-то финансового неблагополучия, потому что надоело из нуля в рогожечку. Или, если для вас, мои дорогие водолеи, нужна конкретно сумма, чтобы перекрыть какой-то платеж конкретно, то вы его найдете. Вам кто-то поможет. Вот это я могу сказать точно. Давайте посмотрим. Посмотрите, волшебный совершенно расклад, пусть это на личную жизнь, но это не только про любовь. И у вас выпадает колесо фортуны, и здесь действительно сама по себе фортуна. Удача. Значит, многие вопросы вы можете закрыть и определить направление наперед. Для вас будет правильно определить, куда я иду,
как я буду действовать, быть где-то осторожным, принять во внимание, что обстоятельства будут все время меняться и на последующий период, и коррекция планов совершенно необходима. То, что вы на пороге перемены, у вас, посмотрите, 9-й старший аркан, мы сказали, что это пороговое значение между прошлым и будущим, то есть девятка, преддверие перемен. И вот они сами перемены. Значит, у вас какая-то резкая смена событий может быть на этой неделе. Как с какой-то информацией или предложением, или вашим решением тоже что-то начнет меняться. По этой карте сами по себе удача, прогресс, перемены. Нечего добавить. И у кого-то это через личную жизнь. Но я так вижу с учетом всего триплета, который мы смотрим на основные сферы жизни. И первая у нас карта мага. Карта холодная, значит, какие-то даже вопросы в личной жизни, несмотря на какую-то ностальгию, вы будете решать тоже в каких-то холодных энергиях. Давайте карту совет. Да, иди вперед. Вот какой-то, если четкий есть план, мои дорогие, или намерение, планы мы можем корректировать, да, в мелочах. Если ты как будто на что-то согласишься, то это идеальное время. Какой-то план у тебя будет осуществим. Нечего добавить. Маги и волшебники, но перемены продолжаются. Перекладывайте на себя. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.